Здравствуйте, друзья! Давно я вам не делал видео с природы, с моей. Делюсь с вами местными красотами. Жалко, солнышко уже село, потому что на самом деле солнышко сейчас зимой садится вот за эту гору очень быстро, и уже без солнышка не тот вид, но на самом деле и так хорошо. Опять у меня спонтанное видео к вам. И сподвигли меня два человека сегодня на это видео. Вдохновили, что ли, так сказать. Это одни из вас. Я думаю, что это как раз и мои подписчики, кто меня смотрит постоянно. И начну с комментария, который мне сегодня пришел. Комментарий от человека с ником Sony95. Он просит меня больше рассказывать о жизни Димаша, какие-то новостные делать, ролики про какое-то закулисье, про все, что происходит вокруг Димаша. И он попал прям в точку, потому что все последние 2 дня я об этом думал и все думал, о чем же мне с вами говорить. Потому что, честно говоря, у меня такое ощущение, что я вам сказал все, что должен был сказать, и о чем еще разговаривать. Понятно, что мы будем с вами общаться о Димаше, конечно же, мы будем о нем говорить, но суть того, что я уловил, я вам передал. Сейчас у меня наступило такое, опустошение в хорошем смысле этого слова. И если говорить о том, какие изменения произошли в моей жизни, я на своем прямом эфире на последнем говорил, насколько сильно поменялась моя жизнь за этот месяц, то если охарактеризовать одной фразой, и как раз это осознание пришло за последние эти дни, как я вернулся с Москвы, это наступила какая-то невероятная ясность сознания в моей голове. То есть такое ощущение, что такое количество мусора было на моем чердаке, меня хорошенько тряхануло, и весь этот мусор просто улетел. Наверняка еще есть, наверняка еще много чего надо выбрасывать, но то, что сейчас такая звенящая ясность в моей голове, это не передать словами. Никогда в жизни я не видел этот мир так ясно, как я его вижу сейчас. Так вот, про комментарии. Человек просит меня больше освещать какие-то новости, и я ответил ему прямо, искренне, как есть. И я понял, что у меня нет цели становиться блогером. Я не хочу делать какой-то контент, который бы удовлетворял как можно больше слушателей, кто заглядывает ко мне. И я ему сказал, что, скорее всего, наверное, я не буду это делать. И я думаю, что сейчас мой канал пойдет на спад, наверняка уже вы меньше будете ко мне заглядывать. Потому что я, если и буду говорить, то только о тех вещах, которые, конечно же, интересуют меня, наверное, поэтому вы ко мне и заходите. Увидеть не то, что хотят видеть большинство, а мой канал, как он с самого начала превратился в некую исповедь, так он, по большому счету, таким и остается. Поэтому не обессудьте, не обижайтесь на меня, если я не буду превращать свой канал в какой-то информационный канал о Димаше. Благо, таких каналов на самом деле есть очень много на ютубе. Те же ребята Солга Питер делают замечательный материал, очень хороший контент, очень качественный. Они делают это искренне. Поэтому я думаю, что есть много мест, где можно почитать все эти новости последние, какие-то закулисья и так далее. Но это не значит, что я с вами прощаюсь. Это не значит, конечно, что мы с вами не будем встречаться. Конечно же, будем. Просто пока не знаю, о чем говорить. И второе, о чем я хотел с вами поговорить, это человек, который со мной общается по WhatsApp. Это один из вас. Зовут ее Светлана. У нас очень интересная с ней переписка. И у нас сегодня зашел разговор, в том числе об учителях, о том, кто такой Димаш для меня. И вы знаете, я буквально сегодня вспомнил
одну мудрость, которую на самом деле я придерживался всю эту жизнь. Просто почему-то я забыл последние годы об этом. В молодости, когда я занимался боевыми единоборствами, а, соответственно, боевые единоборства — это восточная культура, восточная философия. Мы, помимо того, что там умение драться, конечно же, мы очень глубоко изучали эту философию. И мне попалась мудрость восточная, которая гласила, что ищи в каждом человеке учителя, ищи во всем учителя, потому что на самом деле информация есть во всем этом мире. Даже у дурака есть чему учиться. И на самом деле я всю эту жизнь придерживался этой мудрости. И когда меня спрашивают, ну, кто твой духовный учитель? Ну, вот, ты там много чего знаешь, говоришь, интересно. А я терялся в ответе. Ну, вот я вспомнил эту мудрость, и на самом деле я стараюсь искать информацию везде. Каждый человек для меня учитель. А Димаш — это, конечно же, особенный для меня учитель. И это не просто учитель, для меня это пророк. И вот когда сегодня мы заговорили об этом, и я пытался выразить словами, написать, кто же для меня Димаш, для меня вот первое, что в голове всплыло, это слово пророк. Хотя на самом деле в моем лексиконе этого слова нет. Я его использую крайне редко. И когда я написал слово пророк, причем написал это все большими буквами, и у меня первая мысль, что значит пророк? Потому что я как-то не задумывался над этим. И я тут же в гугле стал забивать значение слова пророк, и первое, что мне выскочило, словарь Оксфордского там, по-моему, университета, ну, первая строчка в гугле, значение слова пророк. И когда я прочитал, я обомлел, потому что вот точнее я бы никогда бы не сказал. Пророк — это истолковывающий Божье знание и рассказывающий о будущем. То есть вот то, что на самом деле, что я увидел в Димаше. То есть он мне дал новые знания о Боге, и он мне показал будущее, он мне показал, каким будет золотой век, каким будет новая эпоха человечества. Вот точнее я бы не смог выразиться никогда. Вот на самом деле забейте в интернете пророк значение, и вы дословно прочитаете, потому что сейчас я своими словами как бы сказал, но там прям вот каждая буква в точности отображает мое сегодняшнее состояние. Поэтому не прощаемся. Эфир у нас прямой будет, к сожалению, ребята, опять не в субботу, опять что-то с субботами у нас не то. Эфир будет в пятницу, потому что в субботу я иду на день рождения к товарищу, конечно же, пропустить я его не могу. Поэтому в пятницу будет эфир, я попробую его сделать попозже, где-нибудь там в 19:00 по Москве. Ну, обязательно анонс об этом еще сниму. Всех обнимаю, всех люблю, всем пока-пока. Еще раз насладитесь красотами Алтая.